Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие перемены судьбы вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И начинаем. Как всегда, смотрим вашу сигнификацию, в каких энергиях вы сейчас пребываете. У вас идет такая острая нехватка любви, семьи, отношений. Вы либо же соскучились, знаете, в одних может проигрываться, что вы очень скучаете по вашей прежней женщине, по детям можете еще скучать. Либо же у вас идет просто нехватка именно этого семейного уюта, тепла. Вам не хватает второй половинки, если по-простому. Знаете, как будто вы давно не испытывали женской ласки, женской заботы, внимания, да? Вы настолько уже изголодались и истосковались по этому ощущению, когда рядом есть любимая женщина. Вы, в принципе, готовы принять в свою жизнь новую женщину, даже чтобы она к вам переехала, да? Но вы просто единственное, что вы побаиваетесь, чтобы она ничего не начудила, да, есть такое опасение, чтобы опять не было какого-то обмана, предательства. Еще может проигрываться, что вы очень переживаете, чтобы не было никаких магических воздействий на вас со стороны женщины. Может также проигрываться, что в вашей жизни был уже опыт именно с магией. Это может быть и с бывшей женщиной, да, это может быть и теща. То есть это какой может проигрываться негативный опыт, с которым вы сталкивались. Поэтому вы уже так очень осторожно и настороженно относитесь к этому. По работе, смотрите, у вас может проигрываться сейчас у некоторых проблемы по работе. Есть ситуация выбора, либо же сменить работу. Может быть ситуация выбора, допустим, вы ищете новую работу, вы выбираете, какая вакансия вам лучше будет. То есть вы сейчас решаете. Либо еще может быть, допустим, по работе, да, другую должность предложили, и вы взвешиваете, вы еще думаете, раздумываете, насколько вам выгодно и насколько, где лучше зарплата. То есть такой момент еще по работе. А теперь смотрите, у вас идет судьбоносный период, причем судьбоносные перемены. Сейчас у вас был период, когда вы себя ограничивали. Ограничения были однозначно. Вы себя сами, да, как связали, как бы по рукам и ногам, грубо говоря. То есть это был период такой, я так подозреваю, что раз вы истосковались, то это, скорее всего, период расставания с женщиной, да, когда вам было плохо. Вы себя ограничивали и в каких-то, может быть, гулянках, да, с друзьями даже не очень хотелось посидеть. Вы больше проводили время один. Вы не проявляли особо интереса, инициативы к женщинам. То есть такой период вы сознательно стали таким отшельником, временным отшельником. Но теперь у вас проигрывается именно судьбоносный период. Давайте-ка посмотрим. И снова у вас идет выбор. Перед вами открываются, знаете, множество дорог открывается. Давайте-ка будем смотреть. Что же будет дальше в вашей жизни? Какие судьбоносные перемены вас ждут? У вас новая любовь появится, посмотрите. Женщина, которую вы не знаете. Это совершенно новая женщина, супер. И туз кубков у нас выпал, да, то есть это настолько судьбоносное знакомство будет, причем очень неожиданное, вы не ожидаете ее. Это новая женщина, вы ее не знаете, не знакомы никоим образом, но это будет искреннее такое чувство, причем взаимное чувство. Женщина будет, я думаю, скорее немножечко младше вас. Стройная брюнетка может проигрываться. Довольно ухоженная, да. Она вроде бы и ухоженная, но она такая простая. Знаете, свой рубаха парень, говорят о таких. Она без заморочек, она без какой-то короны, да, она именно как свой пацан, говорят. Так,
Что же будет дальше? Вот вы с ней познакомитесь, и вы немного даже опешите от того, насколько вот в человеке гармонично соединились, да, и внешность, и манера общения, и вообще какой-то вот, знаете, вот, я не знаю, энергетика, вот флюид какой-то, да, вот флюиды просто летят от нее настолько вот комфортные, что ли. Вот вам настолько будет комфортно с этой женщиной, что вы даже призадумаетесь, а бывает ли так, а может быть где-то подвох, а может быть она притворяется. То есть вот здесь будет у вас ситуация выбора, ситуация сомнений. Потому что вы уже в прежней жизни, да, ну как бы вернее, с прежней женщиной у вас была травма, да, психотравма, то сейчас вот вы можете думать, да нет, да ну не может быть. А вдруг она притворяется, а вдруг ей чего-то надо. То есть поначалу вы так осторожно очень. Кстати, вот эта ситуация, я смотрю, она у нас из расклада в расклад проигрывается. Ну, видно, потому что в основном меня смотрят разведенные мужчины. Потому и недоверие есть. Женщина, которая, знаете, вот она не будет держать вас в ежовых рукавицах. Вот она вам будет давать и свободу выбора. Это будет и какая-то вот свобода слова такая, да. Вот своего рода демократия такая в отношениях, когда каждый будет иметь свою точку зрения. Потому что вот ну, в прежних отношениях я так подозреваю, что у вас этого не было. Потому что в прежних отношениях у вас была женщина, которая вот больше такая королевишна, кружите меня, кружите, да, я что сказала, так и будет. Здесь совершенно другая ситуация. Здесь женщина, которая будет и вам давать и право выбора, и право голоса. То есть вот смотрите, допустим, возникает какая-то проблема, даже в бытовом плане. Она выслушает ваше мнение, она проговорит свое мнение, да, и вы уже как-то вместе найдете общий знаменатель, да, либо же компромисс найдете. Ну, то есть это настолько вот мудрая женщина, это настолько такой человек, который не будет подавлять, она не будет гнобить, она не будет навязывать свою точку зрения. Вот такие женщины, они... Ну, в общем-то, они умеют мягко мужчин направлять. Некоторые называют это, конечно же, техниками НЛП, если вы слышали, да, вот такие техники манипуляций. Но это как бы манипуляции такие позитивные, да, она не будет с какой-то там корыстной точки зрения манипулировать, нет. Вот она просто в отношениях настолько умеет разруливать все, потому что это реально талант, когда женщина умеет и острые углы сгладить, вернее. Она умеет где-то промолчать, на что-то закрыть глаза. То есть так поступают только по-настоящему мудрые женщины. И я думаю, вы все прекрасно знаете, намного проще женщине затеять скандал, постучать ножками, да, кулачками побить и так далее, что вытворяют разные женщины, либо же мозг клевать. Намного проще ведь, да, чем как-то вот постараться обойти это все, как-то что-то в шутку перевести, где-то смолчать, да, не трогать мужчину, когда он злой, либо же без настроения. Но это талант, это далеко не каждый умеет так себя вести. Здесь же вот женщина, с которой вы будете вот чувствовать себя на равными. Вот как знаете, два партнера. Она и любимая женщина, она и партнер. Причем вот настолько она судьбоносная, что это реально вот вы почувствуете, как будто это ваша вторая половинка. Так, давайте-ка теперь еще посмотрим, какие же события, какие перемены судьбы будут в вашей жизни. Так. У некоторых может проигрываться даже в дальнейшем, да, вот реально вот семья и дети с этой женщиной. Смотрите, вот с ней абсолютно не соскучишься.
Вот она настолько будет давать вам и эмоций, и внимание, и тепло, и заботу, что вы постоянно будете в таком в тонусе, постоянно таким вот бодрячком будете. Да, для некоторых это будет казаться, что ну так не бывает. Да, я знаю, что и в комментариях вы мне периодически пишете, что ну это сказка, такого не бывает. Ну, в жизни всякое бывает, поверьте мне. Просто в вашей жизни такого не было. Это другое дело. Причем знаете, может еще проигрываться, что женщина большая любительница животных. Она приучит вас даже вот, знаете, вот может еще почему-то мне идет такая информация, что она, может быть, любит каких-то вот и то ли экзотических животных. Знаете, когда люди вот заводят там, я не знаю, боже, забыла, как этих маленьких зверьков называют, господи, шиншилла, вот. По типу, знаете, вот шиншилл заводят, там каких-то, я не знаю, там сурков, черепашек, там, ну, вот этих вот всех, я сейчас всех не буду вспоминать животных, но вот она вас как-то подсадит, уговорит, чтобы вы завели каких-то животных, но это будут не котики, собачки, это точно. Это какие-то вот по типу, я не знаю, вот, ну, не то что вараны там, но вот экзотика, вы сначала будете в шоке даже от того, что вас заставляют как бы полюбить таких же, ну не то чтобы заставляют, да, но склоняют к тому, чтобы завести дома таких вот экзотических животных, потому что, ну, далеко не все любят таких. Но вам придется, я думаю, согласиться, потому что уж очень сильно эта женщина западет вам в душу, вы просто не захотите ее огорчать. Но будет немного стрёмненько так смотреть на этих зверушек. Так, что еще будет происходить в вашей жизни? Так, а вот смотрите, вишенка на торте. Ваша бывшая дамочка узнает про эти ваши отношения, что у вас все хорошо, что у вас все наладилось, что у вас любовь-морковь, дом полная чаша, и вообще вы счастливы. И вы не представляете, какая жаба начнет ее давить. Вот она настолько начнет беситься, она настолько начнет завидовать, даже вот какая-то женская такая зловредность. Вот она понимает, что уже все, да, как бы разошлись, как в море корабли, но тем не менее, вот даже может задумывать какую-то пакость, так что будьте осторожны, чтобы она не разрушила ваше новое счастье, потому что может делать разные пакости, может звонить, либо писать и вам, либо же как-то узнать даже номер вашей новой дамочки и начать всякие гадости рассказывать, либо приходить домой, да, ну то есть очень такой пакостливый человек. Вот реально она что-то задумает, просто чтобы обидеть, просто чтобы вам не было хорошо. Ну, я так думаю, что ей самой не очень хорошо, потому что счастливые люди, они не думают о других, они думают прежде всего о своем счастье, а не о том, как там живет бывший, да? Ну, согласитесь, но это было бы странно. А так ей нечем заняться, рядом никого нет, она решит разрушить и вам, либо же напакостить. Поэтому будьте очень осторожны. Ну, однозначно, да, вот у кого и возраст позволяет, возможности, у вас может ребенок проигрываться. Поэтому, ребята, у кого нет детей, либо кто хочет еще, у вас выпадет очень хороший шанс еще лялечку себе заиметь. Так что будет вам счастье, будет все хорошо, и перемены судьбы вам крутейшие идут. Это будет женщина именно вот по судьбе. Это не та женщина, которая у вас была, а именно новая будет ваша судьбоносная женщина. Поэтому ждите, верьте и надейтесь, и будет вам счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!